атакамсы ударили по аэродрому в Таганроге, есть пострадавшие. В Казахстане расцвел рэкет из-за обхода санкций, а жители Лондона захейтили главное рождественское дерево. За что? Расскажем далее в выпуске новостей. Сколько продержится Украина, если США прекратят помощь? Признание министра финансов. Почему пророссийская марионеточная республика осталась без света? Но что будет далее, уже, как говорится... Гуманитарный жест. Захарова рассказала подробности бегства сирийского друга Путина. Доброе утро, дорогие зрители! Не проходите мимо! Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Так, наше видео YouTube покажет еще большему количеству людей. Ну а мы врываемся в новости. Пострадал личный состав и повреждена техника. Минобороны РФ подтвердила вчерашний удар по военному аэродрому в Таганроге ракетами «Атакамс». По традиции пропагандисты ведомства успокаивают, что 2 ракеты были молниеносно сбиты, а 4 отклонили РЭП. От падения обломков пострадал личный состав. Впрочем, в каком количестве – секретная информация. В результате падения фрагментов ракет есть пострадавшие среди личного состава. Разрушений нет. Получили незначительные повреждения, посечены осколками 2 здания на технической территории аэродрома и 3 единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке. Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа. Соответствующие меры будут приняты. Если США прекратят помощь, Киев продержится как минимум до середины 2025 года. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью испанскому изданию «Эль Паис». Так министр ответил на вопрос, что произойдет, если США при Трампе прекратят оказывать помощь Украине. Марченко добавил, что и Украина, и Европа должны построить хорошие отношения с командой избранного президента США Трампа. Сейчас мы получаем необходимое оружие из США. Это означает, что, по крайней мере, в течение первой половины года и далее мы будем хорошо оснащены, чтобы противостоять агрессии. У нас должен быть план по созданию необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией президента США. Конечно, отношения могут измениться, и чтобы противостоять этой неопределенности, мы должны правильно использовать время и уметь вести переговоры с новой администрацией. Россияне всеми силами пытаются укрепиться в Курской области не только на поле боя, но и на поле власти. Минобороны РФ заявляет, что взяты под контроль села Дарьино и Плехово. Дипстейт указывает, что небольшую часть Плехова ВСУ еще контролируют. Ну а Путин усилил Курщин новым губернатором. Вот площадку сделали после прилета. Хорошая? Очень хорошая. Нам очень понравилось. Бывший депутат Госдумы Хинштейн, знаменитый своими доносами, уже развел видимость бурной деятельности. На камеру ругает местных курских чиновников, убирает мусор и щедро раздает обещание все восстановить после обстрелов. Мало меня по телевидению, потому что работы у меня много. Хинштейна мало что связывает с Курской областью. Он был журналистом, пиарщиком Росгвардии, много лет работал депутатом Госдумы и в последние годы возглавлял комитет по информационной политике. Учитывая ситуацию на фронтах, не думаю, что зона контроля Украины в Курской области будет расширяться, а скорее наоборот. Поэтому задача Хинштейна в этом регионе действительно чистый пиар. То есть бывший губернатор Смирнов, он, конечно, не соответствовал задачам. Это был губернатор мирного времени для тылового такого спокойного региона, где ничего не происходит. Там бы, возможно, такой губернатор вполне пригодился. Но ситуация изменилась, и было, очевидно, принято решение, что вот на таком месте нужен человек с большими способностями к пиару и самопиару. А уж этого добра у Хинштейна навалом. Выстрел в спину Украине, снайперские винтовки и патроны из ЕС и США поставляются в Россию, несмотря на ограничения, пишет The Insider. Российские снайперы по-прежнему продолжают ежегодно получать тысячи западных винтовок и миллионы патронов, несмотря на многолетние ограничения. Прекратив прямые поставки в Россию, компании из ЕС, США и Турции в разы увеличили отгрузки в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Прямые отгрузки оружия в Россию прекратились, но экспорт оружия в Казахстан с началом войны продемонстрировал значительный рост. За 2022-2023 годы Ханс Врок поставила минимум 309 итальянских ружей Бенелли своему давнему партнеру Корган Центр и дистрибьютору Олимпик Шикмент. Сумма налогов, уплаченных этими фирмами с начала войны, выросла на 112 и 172% соответственно. Тем временем, как на границе Казахстана и России вернулись времена настоящего рэкета. Российские импортеры жалуются на проблемы с доставками грузов через Казахстан. Эта страна – один из основных каналов импорта не только санкционных, но и официально не поставляемых в Россию товаров. С прошлого года поток грузов вырос, поэтому власти страны начали требовать, чтобы идущие через Казахстан поставки санкционных товаров и продукции двойного назначения растамаживались там. Везти груз в Россию через Казахстан выгоднее, короче и дешевле, чем через Дальний Восток, пишет Moscow Times. Примерно 1 из 10 наших клиентов сталкивается с задержкой контейнеров с грузом из-за неких проблем с документами и предложением заплатить за то, чтобы эти проблемы решились. Проблемы могут возникать на разных этапах: на таможне, при въезде или выезде с территории Казахстана, или просто на территории страны, когда фуру в степи останавливают некие силовики и начинают угрожать конфискацией. Абхазия возвращается к свечам и керосиновым лампам. Вся территория подконтрольной РФ территории оказалась обесточена из-за остановки Ингурской ГЭС. Российская гидроэлектростанция, которая была единственным источником электричества, приостановила свою работу. Российские поставки были оплачены до 10 декабря. Местные энергетики также утверждают, что основные пожиратели света – криптовалютные фермы, которые крадут электроэнергию. С понедельника мы уже были вынуждены перейти на график, который предполагал наличие электроэнергии по всей территории с 21 часа до 7 утра и с графиком включений в объеме 4 часов 40 минут. Дневное включение. Сегодня у нас проплачена еще одна сумма, которая позволит следующие сутки пройти в таком же графике. Но что будет далее, уже, как говорится, в худшем случае это переход на полное обеспечение с комплекса Ингургэс, а это не более 6 часов включения. Команда Нехта рассказывала, что с декабря парламент Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с РФ, что вызвало протесты. 6 декабря абхазские власти заявили о почти полной остановке финансирования со стороны России. Денег не хватает, в том числе и на оплату перетока электроэнергии из России. Россия убедила Башара Асада бежать из Сирии. Об этом со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишет Bloomberg. Бегство диктатора организовали российские спецслужбы. После того, как стало ясно, что наступление оппозиции не остановить, россияне предложили Асаду срочно покинуть страну. Асада вывезли из Дамаска на самолете через российскую авиабазу Хмеймим. Транспондер самолета Асада отключили, что породило даже спекуляции относительно того, что самолет сбили. В необходимом объеме в рамках упомянутого, как вы уже правильно сказали, гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала. Про детали я бы сейчас говорить не стала. Напомним, по подобной схеме 10 лет назад РФ укрывала беглого Януковича, когда в разгар революции достоинства в Киеве он внезапно пропал, а потом появился на пресс-конференции в Ростове. Как думаете, даст Асад пресс-конференцию с заявлениями о том, что он легитимный? Пишите в комментариях. Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив.
Сирия после свержения Асада должна не повторить ужасающие сценарии Ирака, Ливии и Афганистана и не скатиться к новой гражданской войне и не породить очередной кризис беженцев. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в Европарламенте. Она отметила, что Брюссель будет судить об организации Хаят Тахрир аш-Шам, которая захватила власть в Дамаске, не по словам, а по делам. Напомню, что ЕС, США и ООН ранее объявили эту организацию террористической. Во-первых, есть законные опасения по поводу рисков насилия на религиозной почве, возрождения экстремизма и вакуума управления, и все это необходимо предотвратить. Мы должны избежать повторения ужасных сценариев Ирака, Ливии и Афганистана. Во-вторых, права всех сирийцев, включая представителей многих меньшинств, должны быть защищены. И в-третьих, крайне важно сохранить территориальную целостность Сирии и уважать ее независимость, суверенитет, а также государственный институт. Россиянкам с Ямала заплатят 3 миллиона рублей за рождение первенца. Это пока что рекорд для России. Выплаты для тех, кто успеет родить до 30, вводят со следующего года, анонсировал губернатор этого российского округа. Еще на 1 миллион рублей там смогут претендовать женщины, родившие до 36 лет. Аналогичные подачки за роды ввели ранее в 10 регионах, но там они в основном не превышают 100 тысяч рублей. Традиционные ценности нельзя никому навязать. Их необходимо просто уважать. Тем временем, как в российском YouTube, шквал комментариев и просмотров вызвало интервью с почитателем традиционных ценностей и многоженцем Иваном Суховым. Сейчас у него 30 детей от 12 жен, и он хочет, чтобы женщины родили ему как минимум 50. Изначально я встречаюсь с девушкой. У нас все серьезно. Она там, любовь до гроба, все дела. А потом она перебывается. Через недельку. Но она уже оказывалась беременной обычно. Вот 7 раз подряд. Вот и все. Ну а в соцсетях Британии бурю хейта вызвала елка на центральной площади Лондона. Дерево по многолетней традиции привезли в подарок из Норвегии. Жители города, увидев на Трафальгарской площади довольно лысоватое дерево, украшенное одной лишь гирляндой, отмечали, что Лондон, по всей видимости, хочет отменить Рождество. Ну а в ТикТок появился новый тренд, где пользователи сравнивают лондонскую елку с праздничными деревьями в своих городах. 5, 4... На этом у меня для вас вся информация. Спасибо, что поддерживаете нас материально. Постоянных донаторов вы видите сейчас на своих экранах, поэтому становитесь спонсорами. Нажимайте кнопку «Супер спасибо» под видео. Все виды поддержки в ссылке в описании под этим роликом. Также призываю воспользоваться VPN. Статья «Как именно вы можете это сделать» по ссылке в описании к этому видео. На этом все. До новых встреч.